девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. И также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем кардиган с пупырками. Мы с вами уже вязали такие объемные шишечки вот в этом пледе с сердечками. Такие объемные элементы всегда смотрятся эффектно, очень интересно. Что касается пряжи, мы с вами из нее вязали уже вот этот свитерок. Это Yarn Art Merino Deluxe 50. В 100 граммах 280 метров. 50% шерсть, 50% акрил. Мой цвет 570. На мой взгляд, эта пряжа относится к разряду тоненьких пряж, то есть не сильно объемных. На этикетке производитель рекомендует крючок номер 4, но нам ничто не мешает взять крючок и больше, и меньше. Я буду вязать крючком номер 5. Плотность моего вязания будет объемная, не плотная. Что касается принципа вязания, все просто. Вяжем прямоугольную либо квадратную спинку, как вы захотите по вашему желанию. Далее вяжем 2 передние полочки, тоже прямоугольники, и 2 рукава, тоже у нас прямоугольники. В этом кардигане мы будем вывязывать резиночку сразу же от полотна и к резиночке будем выходить. Как на рукавах, точно так же напереди со спинкой. То есть вяжем полотно и сразу же делаем резиночку. При желании, если вы не хотите прямоугольные передние половинки, а хотите с V-образным вырезом, просто вот вяжете. И вот здесь, где вы хотите уже, чтобы было заужение, просто вяжете укороченными рядами. То есть, к примеру, вот отсюда вяжете раз-раз, то есть не доходите не до конца, вот, к примеру, вот до сюда, там, где вы хотите, чтобы у вас уже начиналось сужение. Потом вяжете сюда, потом раз, сюда доходите, здесь еще короче делаете ряд, не довязывая до предыдущего. И вот так вот вяжете до того места, где вы хотите, чтобы вот начинался вот этот вырез. В этом случае, когда мы вяжем резиночку литую вместе с нашим полотном, вам сразу же нужно определиться с шириной вашей резиночки, что для рукава, что для низа кардигана. То есть я, к примеру, вот поняла, что я хочу, вот, к примеру, вот такую резиночку, да, с такой ширины. А если вы, к примеру, боитесь, что потом в процессе вы передумаете и захотите резинку поуже либо пошире, в таком случае вы вяжете просто прямоугольники без всяких заужений для резиночки. И потом уже, когда мы закончим все наши прямоугольники, просто подсоединяйтесь к прямоугольнику и вяжете нужную вам резиночку. Вот в этом мастер-классе я показала несколько видов резинок. Вы просто выбираете понравившийся вам вид резиночки. Там я уже показала, как присоединиться к уже готовому полотну. То есть также все будет очень просто. Поэтому выбирайте вариант, либо сразу же мы вяжем литую резиночку, либо вы просто вяжете резиночку уже по окончании вязания рукава. Вот это моя спинка кардигана. Вот смотрите, как смотрится резиночка, плавно переходит вязание к резинке. Смотрите, свою резиночку здесь я выбрала в количестве 8 петелек. Всего на свою спинку я набирала 80 воздушных петель. Набираем 80 воздушных петель. Я вам буду показывать на маленьком примере, чтобы мне не набирать большое количество петель. Вот, к примеру, я набрала 80 воздушных петель. И вяжем таким образом. То есть вот это наше обычное полотно, не считая шишечек, вот это наше полотно состоит из полустолбиков с накидом. То есть вяжем полустолбик с накидом первый ряд, разворачиваем следующий ряд за заднюю стеночку петли, также полустолбик с накидом. Разворачиваем следующий ряд за заднюю петельку, полустолбик с накидом, и так вяжем абсолютно все полотно. Как обычно, первый ряд вяжем за задние перемычки, вот эти вот со второй перемычки от крючка. Если вот брать, как у меня резиночка, да, в конце, снизу изделия, у меня здесь я оставила 8 петелек, вы можете делать и шире, и уже. Сейчас я довяжу до конца, оставив не провязанными 8 петелек. Это будет моя резинка. Начинаем первый ряд, делаем накид, в перемычку проводим крючок. Вытаскиваем нить, на крючке 3 петельки и рабочей нитью проводим через все 3 петли. Далее то же самое. Делаем накид, в следующую перемычку проводим крючок, вытаскиваем рабочую нить и через все 3 петельки крючком проводим рабочую нить. То же самое. Накид, проводим через петельку,
остается 3 петли на крючке и одной рабочей нитью через все 3 петли. То есть я буду вязать не плотно, видите, достаточно такое рыхлое вязание. В принципе, сейчас будет скоро весна, нам не нужны плотные изделия. Кардиган получился очень такой подвижный, легкий, тоненький. На весну самое то. Все, это и есть полустолбики с накидом. Таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда оставляем столько недовязанных петель, сколько вы хотите, чтобы была ваша резиночка. Провязываем последний полустолбик с накидом. Все, и мы подошли к нашей резиночке. Вот это заужающееся место. Как я предлагаю вязать именно резинку на переде со спинкой. Так как нам в этом случае не нужно сильное заужение кардигана, да, чтобы это красиво смотрелось. В этом случае свою резиночку я буду вязать просто столбиками без накида. То есть вот провязываем первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестая, седьмая и 8 петелька. Смотрите, тоже здесь резиночку не вяжите сильно туго, потому что она у вас сильно вот так к низу изделия будет заужаться. Но опять же, если вы это хотите, можете делать. Но если хотите, чтобы вот полотно плавно переходило к резиночке и резинка слегка чуть-чуть заужала изделие, то вяжите не плотно. Далее делаем петельку подъема, как обычно, на следующий ряд. Разворачиваем вязание. И этот ряд также нам нужно привязать вот эту нашу резиночку. В количестве, вот в моем случае 8 петелек. Также резиночку вяжем всегда за заднюю стеночку петли. А вот в моем случае это столбики без накида. Соответственно, со второй петельки от крючка я вяжу 8 столбиков без накида. Провязываем 8 столбик без накида моей резиночки. И все, дальше у нас идет наше основное полотно, которое состоит из полустолбиков с накидом. То есть продолжаем вязание, также за задние стеночки петли полустолбики с накидом до конца ряда. Провязываем предпоследний полустолбик с накидом. И самую последнюю петельку в ряду я предлагаю провязывать за обе стеночки петли. Это нужно для того, чтобы края нашего изделия были не так подвержены растяжению. То есть и с этой стороны, и с этой, где резиночка, мы будем в самую последнюю петельку провязывать за обе стеночки петли. Также делаем столбик подъема, разворачиваем. И сейчас этот ряд вяжем точно так же полустолбики с накидом до нашей резиночки. Нашу резиночку вяжем столбики без накида и встретимся в конце. Провязываем последнюю петельку нашей резиночки за обе стеночки петли. Если вы все время теряете вот эту последнюю петельку, лучше всегда ее обозначать маркером. То есть вот так сейчас провязываем столбик без накида, делаем петлю подъема, разворачиваемся. Вяжем следующий ряд резиночки, то есть вот первый столбик без накида. И вот, чтобы ее не потерять, потому что она теряется, вот так просто ее закрепляете. Вот смотрите, что получается. То есть вот это, вот эти края от резиночки. И вот сейчас уже с этого ряда начнем вывязывать вот эти наши пупырки. Сейчас заканчиваем нашу резиночку. Далее, как делала я? Самую первую петельку, там, где у нас должны быть, да, полустолбики с накидом, я провязываю полустолбик с накидом, как обычно. И со второй как бы петельки я вяжу вот эту нашу шишечку, которая состоит из 6 незаконченных столбиков с одним накидом, с одной вершинкой. То есть шишечки будем вязать за обе стеночки петли, потому что если будем вязать за заднюю стеночку петли, она все будет сильно растянется. То есть делаем накид за всю петельку. Вытаскиваем нить и провязываем через 2 петли. Накид в эту же петельку. Вытаскиваем нить только через 2 петли, 3 петельки на крючке. Это вот второй, 2 столбика. Делаем 3, 4, 5 и 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек на крючке, одной рабочей нитью протягиваем через все петельки. И вот так сразу же можете пальчиком вот так давить, затягивайте, чтобы вот шишечка была вот такая объемная, аккуратненькая. Далее, смотрите, именно в моем случае я делала между шишечками 6 полустолбиков с накидом. Вы можете делать любое абсолютно количество. Хотите, чаще делайте эти пупырки, хотите, намного реже. Это уже зависит от того, как вам больше нравится. Ну вот, к примеру, я делала между пупырками 6 полустолбиков с накидом. То есть вот мы закончили нашу пупырку. И вот не теряем. С
следующую петельку после вот этой нашей шишечки. В нее также провязываем, как и наше обычное полотно, за заднюю стеночку полустолбик с накидом. Вяжем 1, следующий 2, 3, 4, 5 и 6. Далее вот в следующую петельку за обе стеночки петли я провязываю очередную шишечку. Делаю накид, провязываю сначала через 2 петельки, накид, через 2 петельки, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Раз, два, три, четыре, 7 петелек на крючке и одной рабочей нитью протягиваем через все петельки, затягиваем. А далее вяжем следующий вот сразу же в петельку, сразу после шишечки, полустолбики с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И далее опять вяжем сюда шишечку. Все, и вот таким образом у нас получается наше полотно. Если у вас другая длина изделия, либо вы хотите пореже делать, либо наоборот почаще вот эти пупырки, просто нужно вам понять и примерно посчитать, сколько вот этих пупырок влезет от начала резиночки до конца изделия, да, то есть чтобы так их хорошо распределить, чтобы они равномерно были распределены, и чтобы вот здесь в конце вязания не было, к примеру, очень большое, да, расстояние между пупырками, да, то есть, к примеру, вот здесь мне нормально, мне понравилось, да, сколько осталось, вот здесь полустолбиков с накидом, чтобы было так, чтобы вот не было большого тут расстояния. Вот, например, в первом ряду с шишечками у меня получилось 10 шишечек. Сейчас довязываем ряд до конца. Делаем петельку подъема и разворачиваемся. И сейчас нам нужно провязать 3 ряда просто полустолбиками без накида. Плюс вот это наша резиночка. То есть сейчас вяжем за задние стеночки петли просто полустолбики с накидом, потом наша резиночка. Разворачиваемся. Наша резиночка, просто ряд полустолбики с накидом. Опять разворачиваемся. Просто полустолбики с накидом. Наша резиночка. Разворачиваемся и вот встретимся, когда начнем вязать 4-й ряд резиночки. Вот мы связали 3 простых ряда с полустолбиками с накидом. Сейчас вяжем нашу резиночку. И этот ряд также вяжем с пупырками. Вы можете вязать также в шахматном порядке, как и я. Либо вот, к примеру, также начинайте вот сейчас вязать сразу же пупырку. То есть будет у вас они вот так просто в линию выстроены. Это вы уже делаете как сами хотите. Если хотите в шахматном порядке, просто вот либо считайте петли, но это в принципе в этом нет необходимости. Вот просто можно визуально смотреть, чтобы вот в этом промежутке была пупырка в следующем ряду. То есть до следующей пупырки вот я сейчас провяжу, к примеру, 5 полустолбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. И вот в эту следующую петельку я провязываю свою шишечку. Далее, следующая шишечка должна быть вот примерно где-то здесь, да, вот посередине между вот этими предыдущими. То есть вот тут у нас были по 6 полустолбиков с накидом, а здесь также отсчитываем после каждой шишечки по 6 полустолбиков с накидом и вот вяжем в эту. Но иногда может так получиться, что вот вы вяжете, да, вот 6 провязали полустолбиков, и вам кажется, что слишком уж он вот сюда ушел, то есть не посередине относительно предыдущих. Значит, вы вяжете не 6, а, к примеру, 5. То есть смотрите, все визуально. Даже если вы будете сдвигать шишечки на одну петельку правее либо левее, от этого никак не поменяется количество петелек в ряду. То есть это просто нужно для того, чтобы вот визуально красивый был ряд с шишечками. Итак, вяжем вот до этой шишечки. То есть второй ряд, к примеру, вот может получиться, как и у меня. Видите, он короче на одну шишечку. Вот здесь, потому что мне бы не хватило связать следующую, то есть просто здесь я довязываю до конца. И смотрите так, чтобы все последующие ряды вот примерно были одинаковые попарно, то есть вот так, чтобы это все визуально было красиво. Все, закончили очередной ряд. Сейчас мы вяжем также 3 обычных ряда просто полустолбиками с накидом, вот включая, не забываем про нашу резиночку. Следующий ряд опять начинаем так же, как и вот этот.
То есть повторяем вот каждый раз вот эти ряды, то есть ничего сложного. Что касается рукавов, здесь мы делаем абсолютно все то же самое, то есть полотно идентично, только резиночку свою я вязала соединительными столбиками. То есть не как здесь мы вязали столбики без накида резиночку за заднюю петельку, здесь мы вяжем соединительные столбики также за заднюю стеночку петли. Это нам нужно для того, чтобы наш рукав еще сильнее заужался к нашему манжету. Вот смотрите, наглядная резиночка. Это резиночка низа нашего кардигана. Она совсем немного заужает наше изделие, так чисто для красоты. А вот эта резиночка нашего рукава. Вот для наглядности покажу. То есть вот мы провязали полотно полустолбики с накидом, подходим к нашей резиночке и вяжем просто за заднюю стеночку соединительные столбики. На резиночку для своего рукава я выделила 7 петель. Еще такой момент с рукавами. Смотрите, к примеру, вот мы вяжем, да, резиночку с нашим полотном. И раз вы, к примеру, понимаете, что вот эта ширина полотна вас устраивает, вот вы примеряете вот так на руку, да, смотрите в зеркало, смотрите, что ширина вашего рукава вам нравится, да, но вот тут не сходится ваша резиночка. То есть для этого придется связать еще какое-то количество рядов, чтобы резиночка могла сомкнуться. Но при этом вы, к примеру, не хотите, чтобы ширина вашего полотна рукава не росла, то есть вас устраивает вот эта ширина, то в таком случае, чтобы не ошибиться, вот эти соединительные столбики вяжите не так туго, просто делайте их чуть-чуть по свободнее вяжите, и потом, даже если у вас, к примеру, рукав будет слишком широкий, просто, как и в предыдущих рукавах, мы проденем вот здесь эластичную резиночку по краям с изнаночной стороны, и просто затянете ее, и, в принципе, у вас получится отличный рукав. Еще такой момент, вот это моя спинка, вот эта передняя половинка. Когда мы будем их сшивать с изнаночной стороны, нужно, чтобы у нас с лицевой стороны вот так красиво совпадал рисунок, да, то есть как бы, чтобы шло как единое полотно. К примеру, если вы начали вязание, вот как я, да, с 3 рядов полустолбики с накида, а потом, когда прикладываете и смотрите, что здесь 3 столбика на этой детали и здесь, то просто возьмите и подсоединитесь к началу вязания уже связанные детали и провяжите просто ряд с шишечками. И в таком случае вот они вот так состыкуются, и все будет очень красиво. Сейчас прикладываем спинку и 2 передние половинки лицом друг к другу. Еще, как понять, какой ширины вязать передние половинки. Это вы уже должны сами понять лично по себе. То есть, почему мы не вяжем, к примеру, вот половинки стык в стык, да, чтобы здесь не было никакого пространства. Если мы сделаем так, то в таком случае, когда мы будем надевать на себя этот кардиган, здесь у нас не будет свободного облегания по шее, и кардиган весь вот так будет подниматься, топорщиться. Именно для этого нам нужно делать вот расстояние вот здесь между передними половинками. Сейчас сшиваем детали по плечевому шовчику. Сшивайте так, как вам удобно, соединительными столбиками, столбики без накида, либо иголкой с толстым ушком, как хотите. Просто сшивайте, не стягивая шов. На спинку своего кардигана я набирала 80 воздушных петель изначально и провязала 55 рядов. Переднюю половинку я провязала 22 ряда. На рукав я набирала изначально 75 воздушных петель и провязала 50 рядов. Далее пришиваем рукава здесь по этому шву и с обратной стороны, и потом единым швом можно пришить от низа до проймы и от проймы до конца рукава. Мы шили абсолютно все детали, и сейчас нам осталось обработать ворот нашего кардигана резиночкой. Я сейчас померила кардиган, он очень классно смотрится и без резинки по вороту, поэтому ее в принципе можно и не делать. Главное правильно подобрать ширину вот этих передних полочек, так чтобы они хорошо огибали шею, но и не были так далеко друг от друга, потому что здесь будет слишком открытое пространство. Но я все же сделаю резиночку для своего кардигана и также пришью к нему вот такие пуговицы. Они прям абсолютно идеально подходят к цвету моего кардигана. Такие они с перламутром. Я обвязала весь ворот резиночкой способом номер 1 вот в этом видео в мастер-классе. Там я показываю, как подсоединиться к уже готовому изделию и начать вязать резиночку. На свою резинку изначально я набирала 10 воздушных петель.
Как сделать вот такие отверстия для пуговичек, я показала вот в этом мастер-классе, чтобы мне не повторяться. Переходите туда, это все очень просто делается. Смотрите и пробуйте. И вот такой чудесный легкий кардиган на весну у нас получился. Всем спасибо за просмотр, всем пока!